Всем привет, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на вторую половину августа для знака зодиака Рак. Мы посмотрим сферу любви, отношений, карьеры, бизнеса, работы. Также посмотрим финансы, совет или предупреждение от Таро. Ленорман нам подскажет сюрприз или неожиданность для вас. Также у нас будет совет от оракула Королевы Луны. И еще на маятнике мы посмотрим, исполнится ли ваше желание. Что ожидает представителей знака зодиака Рак 15 по 31 августа. Что у меня карта прыгает? Так, перевернулся, да? Паж мечей. Может возникнуть с кем-то недопонимание. Также это сбор информации. Ну, еще у нас дети сейчас идут в школу. Это может быть подготовка к учебному году для кого-то. Так, давайте мы пока ее оставим. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Ух ты, как у вас красиво-то. Король, королева мечей. И у нас еще Паша выпал. Угу. Так, хорошо. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? Сейчас чуть-чуть подвинем. Совет или предупреждение от Таро. Смотри, какая карта. И на дне колоды у вас еще и королева жезлов. Да, очень много фигурных карт. Может быть, карта говорит, что вот в эти 15 дней вам нужно будет очень много общаться. Это может быть и по работе, и по личным делам. Но тут все представители не вашей масти, значит, это какие-то посторонние люди, которые, может быть, вам будут полезны. Ну, королева жезлов может показывать продвижение по карьерной лестнице. Для кого-то, может быть, занятие своим собственным бизнесом, но здесь тоже будет успех, стабильность, финансы. Может быть, кто-то из раков займет какой-то руководящий пост, это может быть менеджер, руководитель, или вы сейчас работаете на себя. Потому что, как правило, королева жезлов – это женщина независимая. Но также она говорит, что любые ваши начинания в эти 15 дней, ну, скорее всего, это конец августа, будут очень успешны. Если вы, например, будете стоять перед решением какой-то важной задачи в конце августа, то, если карта показывает вас, да, у вас получится справиться с любой задачей. Потому что королева жезлов – это лидер. Но так как это не ваша масть, может быть, для вас важна будет такая дама. Это или представительница огненной стихии, Овен, Лев, Стрелец, или это может быть ваш начальник, руководитель, может быть, это бизнесвумен, может быть, у вас какие-то дела по бизнесу будут с такой женщиной. Ну, а также это может быть от нее помощь. Дельный совет, поддержка. Что дальше у нас? У нас здесь восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей – это, как правило, какое-то новое начинание. Это может быть начало новой работы, бизнеса, может быть, какого-то проекта. Также это могут быть дела ваши личные, может быть, строительство, ремонт. Здесь может быть или помощь, или какой-то совет от такой женщины. Ага. Слушайте, как у вас интересно-то, а? Король и королева и новое начало. Это может быть какая-то семейная пара, которая вам способствует. Здесь, знаете, восьмерка иногда говорит, да, нам нужно что-то начать, или работу, или бизнес. Но, может быть, у нас не хватает финансов. Здесь может идти поддержка. Ну, скорее всего, это какая-то семейная пара. Может быть, это ваши родители. Может быть, это семья вашего сына или дочери. Потому что вот здесь совет ложится, карта говорит о помощи. Но еще, если вы люди взрослые, может быть, вы поможете вот этой паре
Также, может, не знаю, строительство начать дома, предположим, или ремонт, и какой-то, может быть, бизнес-проект. Или, знаете, здесь еще восьмерка может говорить об обучении. Да, и здесь в отношениях у вас еще король, королева мечей. Да. Еще у нас карты влюбленные. Может быть, у кого-то здесь, конечно, что-то с отношениями, но мы сейчас будем уточнять. Так, хорошо, давайте мы еще посмотрим Ленорман. Сюрприз, неожиданность, раки. Вторая половина августа. Что нам скажет Ленорман? Ну, вот как я и говорила, здесь вот родственники. Но здесь что-то связано с детьми. Кубики могут показывать шанс, возможность то ли помочь, то ли от них пойдет для вас помощь. Также здесь может быть какая-то нестабильная ситуация, и вам нужно будет просто помочь, вот, например, своим детям. И здесь вот тоже шестерка, это карта взаимопомощи, это брать-давать. То есть тут, как в совет она говорит, если вы будете нуждаться, попросите, но не берите больше, чем вы можете отдать. Если к вам кто-то обратится, и у вас есть такая возможность, значит, нужно тоже помочь. Да, давно у меня таких раскладов не было. Как у вас интересно, здесь прям пара и пара. Здесь пара может быть родителей, и пара, например, вот семья детей. Может быть, как-то наоборот. Давайте сначала, да, у нас в начале этих 15 дней ложится тройка пентаклей. Карта может говорить о сдаче каких-то экзаменов, тестов. Может быть, вы куда-то поступаете, сейчас начало учебного года, или ребенок у вас куда-то поступает, хотя уже, по-моему, поздно, ну, мало ли, может, какой-то лицей. Вот информация и обучение. Также тройка может говорить о хорошей торговле. Это покупать, продавать, но с выгодой. И в конце 15 дней у вас двойка, взвешивать что-то. Еще тройка – это работа в сплоченной команде. Это может быть начало какого-то нового проекта, бизнеса, может быть, семейного. Это может касаться отношений. Двойка – это легкие отношения, а тройка – это уже отношения переходят на более зрелый уровень. Также это может касаться, например, у вас освобождается какое-то место или вас приглашают в какой-то проект. Вот здесь для тех, кто работает, да и для тех, кто в поиске работы. Здесь очень хорошие перспективные карты. Может быть, здесь для того, чтобы, например, поступить на новую работу, вам нужно будет пройти тестирование. То есть вас будут оценивать. И здесь вам нужно будет постараться показать все, на что вы способны, чтобы получить, например, новую работу. Потому что шестерка – это обойти конкурентов и получить работу. Или, может быть, получить какой-то заказ. Может быть, начать свой бизнес. Также тройка может говорить о сдаче каких-то экзаменов, как я сказала. Может быть, курсы повышения квалификации. То есть вы что-то сдаете в начале 15 дней. Может быть, получаете высшую должность или, может быть, какой-то даже свой собственный проект. Но здесь какие-то очень хорошие перспективы. Кто-то, может быть, получит прибыль. Не знаю, может быть, вы что-то продадите. Ну, может быть, по тройке это не такая большая сумма. Давайте мы все-таки уточним. По поводу чего здесь тройка. Ну, у нас рыцарь еще добавил, да, у нас паж, рыцарь, королева и король мечей. Это, может быть, какие-то неожиданные известия. Мы сейчас уточним короля мечей. Это может быть адвокат, нотариус. Может быть, известие, что, например, по рыцарю, как правило, они неожиданные, может быть, даже не очень приятные. Но в плане чего? Может быть, вы получаете известие, что, ну, не знаю, кто-то оставил вам наследство. Да, как бы это сообщение вас расстроит, но в то же время по тройке вы что-то приобретете. Также эта тройка говорит, мы сдаем какие-то экзамены или проходим тестирование.
И по рыцарю мечей здесь может быть какое-то бурное развитие. То есть вы кидаетесь с головой во что-то новое, например, в освоение новой должности или, может быть, какого-то нового проекта, вот как я говорила. Вот здесь вот два рыцаря. Кто-то, может быть, сдает какие-то экзамены, не знаю, и вам нужно будет куда-то уехать. Но еще это может быть конфликт из-за какой-то суммы денег. Так, давайте я еще уточню одну карту. Император. Так, сейчас. Я думаю, здесь какое-то назначение по работе. И может быть даже для вас неожиданное. Хотя все-таки у нас паж-то лег. Паж перешел в рыцаря. То есть паж может говорить о том, что вы какие-то новости получили, они вас взволновали. Ну, может быть, вы просто не верили, что, например, вас назначают на пост выше. Император — это может быть ваш начальник, руководитель. Но здесь еще может быть какие-то законы или что-то, не знаю, то, что государство принимает. Да, у кого-то могут быть неожиданные проверки, потому что иногда паж мечей показывает аудит, финансовая отчетность. Может быть, да, вот если что-то с бизнесом связано, прибыль-то у вас может и небольшая, но как собаки налетят, всякие проверяющие. Здесь что-то с властью связано. У кого-то может быть прохождение каких-то тестов, вам нужно уехать куда-то будет. Не знаю, может быть, вы планировали куда-то поехать по работе, ну, не знаю, может быть, в другую страну. Так, давайте тогда посмотрим для тех, кто в отношениях и в браке. Ну, для женщин король мечей, может быть, это ваш возлюбленный супруг. Но также это может быть какой-то специалист. Это может быть юрист, адвокат. Давайте уточним, потому что здесь очень много мечевых карт, и они идут как бы по повышающей. Да, для тех, кто в поиске, мы пока не берем. Ну, давайте мы уточним короля мечей. Очень много мечей у вас, раки, в этом. И отшельник. Так, здесь может быть король мечей — это врач. И вам карты советуют искать хорошего специалиста. Восьмерка — это может быть ограничение по здоровью. Это не обязательно у вас. Может быть, у кого-то в вашей семье. Может быть, не знаю, вот кому-то помочь. Помочь как финансово, или, может быть, помочь найти хорошего врача. У кого-то, может быть, конечно, если вы состояли в отношениях вот с королем мечей, может быть, здесь восьмерка, любовный треугольник. Здесь есть ограничения в любви. Восьмерка мечей может показывать, что вы не можете полностью раскрыться в этих отношениях, потому что есть какие-то обстоятельства, вот что-то вас теснит и лишает радости, искренности чувств. Но это может быть из-за того, что вы состоите с человеком, который не свободен. Отшельник — это одиночество. Но еще здесь, знаете, по королю мечей, по рыцарю мечей и по пажу мечей здесь может быть освобождение, вот вы знаете, прям из плена. Может быть, отношения были, человек был очень резкий, может быть, жестокий, император, да, вообще подчинение и никаких... То есть слушаться меня, вот что я сказала. И король мечей — это тоже. Есть только мое мнение и ничего более. Это доминант в отношениях. Но здесь вот тоже вот какой-то конфликт, ссора, война. Да, у кого-то здесь может быть реально пожилой человек какой-то, может быть, болеет. Здесь нужно искать хорошего врача. Ну, может быть, помочь материально, потому что сейчас медицина очень дорогая. А у кого-то здесь освобождение. Вот плен. Плен и король мечей. Вот стоит мужчина и с мечом. Может быть, кто-то здесь решит расстаться. Вот лучше я буду одна. Хотя, знаете, по королю мечей женщины бывают такие властные. Они просто могут мужчину задавить. Может быть, вы здесь решаете эти отношения, может быть, даже и брак закончить. Может быть, король мечей еще показывает судью.
Так, ну вы знаете, здесь кубики несут вот неустойчивое состояние, вот они, кубики, да, они ведь даже не лежат, они как-то боком стоят. Может быть, что-то такое было, но, как правило, кубики говорят о переменах, о каких-то возможностях, шансах. И карты у нас хорошие ложатся. Здесь может быть помощь от друзей, от каких-то родственников или от какого-то специалиста. Вот, может быть, для кого-то это врач. Может быть, вы, вот как я сказала, например, кто-то в вашей семье заболел, но кто-то старше, вот по отшельнику. Это, как правило, или мама, папа в возрасте, или, может быть, дедушка, бабушка. И вы, как ребенок или как внук, внучка, будете заботиться о здоровье вот старшего поколения. Но здесь карта говорит, нужно искать врача, да, помочь. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, ложится королева мечей. Для мужчин здесь может быть знакомство с представительницей воздушной стихии. Это близнецы, весы, водолей. Или здесь карта показывает разведенную женщину, или может быть вдову. Но также это может быть женщина, которая облачена властью, может быть носит форму, оружие, может быть это судья, адвокат или полицейский. Или это может быть женщина-преподаватель или врач-хирург. Для женщин карта может показывать вас, что вы сейчас королева мечей. Может быть, вы давно в разводе, или может быть, вы вдова. Ну, есть шанс познакомиться, начать новые отношения. И вы знаете, человек придет очень добрый, верный. Ну, давайте мы уточним для тех, кто в поиске. Ну, колесница — это всегда новые отношения, которые ворвутся в вашу жизнь. Это еще может быть знакомство где-то в дороге, в поездке. Луна, боль чувств. Да, два старших аркана. Луна — это эмоции. Это может быть еще страх и переживания. Если, например, вы давно в разводе или вы вдова, да, в вашу жизнь врывается человек. Почему вы будете по Луне переживать? Может быть, просто будете, вам страшно, потому что вот как отнесутся, например, мои дети вот к новому избраннику. Ну вот смотрите, здесь приходит император, причем он врывается в вашу жизнь. И потом этот рыцарь мечей, который влетит в вашу жизнь, как вихрь, это, знаете, это вижу цель, не вижу препятствий. Будет брать вас штурмом. Но человек будет очень серьезно настроен. Все-таки император, он будет готов взять ответственность. Ну, и больше для женщин, конечно. Вот. Но, в принципе, почему для женщин? Может быть, мужчин вас показывает императором, что вот эти новые отношения, да, вам придется эту даму покорять. Будет здесь какая-то нестабильность. Ну, может быть, женщина уже привыкла жить одна и не готова к новым отношениям. Но по императору у вас есть шанс добиться желаемого. Давайте мы еще одну карту уточним. Да, туз пентаклей. Вы можете с этим человеком обрести счастье. Поэтому знакомьтесь. Конечно, могут быть страхи, переживания, получится, не получится, но от туза пентаклей нельзя отказываться. Эта карта говорит, что отношения будут очень стабильные, серьезные, и они могут привести к браку, и причем надолго. Это очень зрелые отношения. У кого-то здесь может быть даже неожиданная беременность. Да, две карты об этом говорят. Поэтому, знаете, так бывает. Хорошо. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, здесь ложится старший аркан звезда. Здесь очень хорошие перспективы. Здесь может быть начало какого-то нового проекта, должности. Но здесь есть продвижение вперед по карьерной лестнице. Здесь есть куда расти. Также, может быть, звезда показывает, что вы, например, сдадите какие-то тесты, пройдете экзамены, вас оценят. И потом вам придет неожиданное известие, да, вы приняты. Но вот здесь по тройке вам нужно просто постараться показать все, на что вы способны. Причем, вы знаете, если вы тут начинаете какие-то новые проекты, карта говорит, что удаваться вам будет все очень легко. Самое главное, тут карта говорит, поверьте в свою мечту. Даже, может быть, сначала вам покажется, что это не может такого быть, или кто-то будет сомневаться.
Здесь вот, как я говорила, может быть даже помощь от кого-то. Вот, может быть, это родственники или какие-то близкие друзья, которые помогут вам начать вот реализовать какой-то свой, может быть, проект. Поэтому карта говорит, обязательно обратитесь за помощью. Да, мы иногда умеем давать, но совершенно не умеем брать. Ну, вот здесь нужно, чтобы был баланс. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, шестерка жезлов. Но тут тоже карта говорит, что есть шанс вот по кубикам. Может быть, вас кто-то, как спонсор, не спонсор, а протеже. Кто-то из родственников или из близких друзей поможет вам найти работу. Или вот вы пройдете вот этот отбор по тройке, покажете все, что вы умеете. Ну, тут есть шанс получить хорошую работу. Но еще все-таки шестерка иногда говорит о поездке. Может быть, для того, чтобы найти работу, может быть, вот придут какие-то известия неожиданные. Может быть, император — это совсем другая страна. И вам нужно будет резко отправляться в дорогу. Но дорога-то будет победителя. Да? Я добился успеха или добилась. Меня приняли. Потому что шестерка — это победа в каком-то конкурсе. Может быть, вы подавали там свое резюме в разные там иностранные компании, и вот выбрали именно вас. Ну и по финансам здесь колесо фортуны. Колесо фортуны — это перемены. Вообще колесо фортуны говорит о деньгах. Это вот удачный шанс, вот удачный случай, как по кубикам. Может быть, даже что-то связано с риском. Может быть, вы рискнули, куда-то вложились и получили свои деньги. Ну, а еще это удачный шанс найти работу, получить куда-то приглашение, уехать. Кто-то, может быть, в лотерею выиграет. Ну, я в это не очень верю. Но иногда карта говорит об удачном шансе. И в конце этих 15 дней двойка пентаклей. Здесь взвешивание, здесь может быть выбор. Выбор что-то купить. Помочь, не помочь. Или, может быть, что-то будете подыскивать, искать, где есть хорошая цена, то есть цена-качество. Может быть, какая-то покупка у вас предстоит. Еще карта может говорить о каких-то денежных сообщениях, может быть, какие-то квитанции, конец месяца, да, может, там квартплата, еще что-то, какие-то платежи. Вы будете взвешивать, да, что-то сейчас заплатить, что-то, может быть, чуть позже. Также по работе, может быть, у вас есть уже какая-то работа, контракт или заказ. Это или какая-то приработка небольшая, может быть, одновременно заработать, или это может быть неофициальная работа. Может быть, будет шанс как-то еще заработать, помимо того, чем вы занимаетесь. Ну, а кто-то будет хорошо проводить время, может быть, куда-то поедете в конце августа. Да, для тех, кто что-то здесь начинает, вот здесь у нас король, восьмерка пентаклей, какое-то новое начало бизнеса, проекта, карьеры и два человека. Тут или вы что-то начинаете, как я уже говорила, или вы кому-то помогаете, может быть, что-то начать. Вот двойка говорит, что для того, чтобы, может быть, начать, нужно налаживать связи, договариваться с кем-то, может быть, искать чьей-то поддержки финансовой. Если вы понимаете, что вот сами вы не потянете, или ну, к вам обращаются, да, я уже повторяюсь. Так. Да, ну вот еще по Ленорман, у кого-то здесь вот появляется новый друг, новый любимый человек, это начало новых отношений. У кого-то может быть какой-то новый проект, бизнес, опять же, или при содействии друга, или вместе с другом, может быть, какое-то бизнес-партнерство. Но вот еще карта выпала, мы должны на нее обратить внимание. Да, она может говорить о каком-то назревающем конфликте, ссоре, может быть, вы столкнетесь с критикой в ваш адрес, кто-то будет к вам придираться, это может быть и на работе, в отношениях с кем-то. Но еще тут карта говорит, обратите внимание на документы. Соберите побольше информации, если вы что-то здесь будете подписывать, может быть, это по работе касается, или, может быть, какие-то ваши личные дела. Здесь карта говорит, смотрите то, что вы подписываете, вот придирайтесь к каждой букве. Тем более к тому, что написано мелким шрифтом. Хорошо, давайте получим совет для вас вот такого оракула. Это у нас оракул Луны, королева Луны. Совет для раков. Вторая половина августа.
Так, это у нас nourishment, это питание. Но здесь карта, может быть, советует вам уделить внимание вашему здоровью, или, может быть, все-таки обратить внимание, вот, может быть, конечно, это касается и вас, что у вас какие-то проблемы с здоровьем. Все-таки восьмерка – это ограничение, это может быть позвоночник, это может быть кости, или, может быть, ограничение у кого-то с зачатием, с беременностью. Вот здесь вам может помочь очень хороший специалист. Да. Может быть, у вас не получается забеременеть. Здесь вам нужно отследить информацию, может быть, по интернету, и найти хорошего врача. Ой, правда, даже чихнула. Да, я этот вариант не рассматривала. Вот здесь и король мечей, и отшельник – это какие-то специалисты высокого уровня. Здесь может быть официальная медицина, может быть неофициальная. Иглоукалывание или гомеопатия. Ну, это вот человек, специалист, может быть, что-то такое, какая-то народная медицина. Да. То есть надо воспользоваться всеми возможностями, которые предоставит вам Вселенная в эти 15 дней. Но у нас ребенок лег, поэтому зачатие может произойти. Так, дайте-ка я вам уточню. Для тех, кто... Если у кого-то проблемы были с зачатием, давайте посмотрим. Кармическая справедливость. Вы знаете, вот по этой карте для женщин, вот я посоветую, если вы когда-то прерывали беременность, это может быть искупление. Тогда вам нужно просто от души попросить прощения у своего рода, у Вселенной, что вы лишили когда-то какую-то душу жизни, чтобы вам сейчас получилось родить малыша. Но это не для всех. Да, вот попросите вот ночью, попросите от чистого сердца, что вы очень раскаиваетесь и что вы очень хотите родить малыша. Это может помочь. Ну, а также карты говорят, займитесь сейчас своим здоровьем, питанием, диетой, спортом. Но здесь не только тело физическое, но и ментальное. То есть и мысли свои кормите, и порядок наведите там. Так, и давайте еще посмотрим по маятнику. Подумайте о вашем самом заветном желании. Мы посмотрим, сбудется оно или нет. Ну, загадывайте на эти 15 дней. Так, сейчас я ровненько сделаю. Если маятник будет качаться от меня ко мне, значит, ваше желание исполнится. Если право-лево, значит нет. Может быть, еще пока не время. Я надеюсь, вы загадали. Давайте спросим, исполнится ли желание у раков, которые смотрят это видео. Да, маятник сказал нет. Ну, может быть, в эти 15 дней. Но не забывайте, это расклад общий. У кого-то, может быть, и сбудется желание, у кого-то нет. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.